Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы с вами уделим внимание народным приметам на 11 апреля. В этом видео поговорим о церковном календаре, поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать, а также уделим внимание народному календарю. Друзья, далее все более подробно. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментариях пропишите следующую фразу: «Я привлекаю изобилие, достаток и благополучие в свою жизнь. Истинно да будет так». Не забывайте прописывать ваше полное имя в начале, и Вселенная обязательно это все приумножит в вашей жизни. Итак, друзья, давайте начнем с церковного календаря. Итак, в 11 апреля в православной церкви отмечается память святого мученика, святителя Марка. Это был епископ Ерофусийский, который оставил свой яркий след в истории христианства благодаря своей преданности, вере и неустрашимости перед преследованиями. Марк был рукоположен в епископа в период царствования Константина Великого, знаменитого правителя, который принял христианство и оказывал ему поддержку. В это время христианское учение стало шире распространяться, но не без противодействия со стороны сторонников язычества. Именно в этот период Марк стал известен своей борьбой против идолопоклонства. Одним из ярких эпизодов его жизни стал акт смелости и решимости. Марк собственными руками разрушил языческий храм, на месте которого затем была возведена христианская церковь. Это деяние стало символом его борьбы за истинную веру и отвержение ложных культов. Однако после смерти Константина Великого на арене снова началась борьба между христианством и язычеством, когда к власти пришел Юлиан Отступник, который попытался возродить язычество, преследования христиан вновь вспыхнули. Многие последователи истинной веры подвергались мучениям и изгнаниям. Марк оказался среди тех, кого начали разыскивать и преследовать за их христианскую веру. Он добровольно предал себя в руки палачей, стойко перенося жестокие муки, издевательства и поношения. Несмотря на все испытания, святитель не изменил своей вере и остался кротким и терпеливым перед своими преследователями. Увидев его необыкновенную стойкость и кротость, многие жители города, где был он арестован, пересмотрели свои взгляды и обратились к христианской вере. Возможно, именно его примеры и страдания помогли им увидеть истинный свет христианства. Святитель Марк скончался около 364 года, оставив после себя яркий след своей преданности вере и готовности страдать за нее. Его жизнь и подвиги до сих пор вдохновляют верующих на то, чтобы поклоняться и подражать его кроткости и силе духа. Также обращаем ваше внимание, что в этом 2024 году на 11 апреля выпадает на четверг 4-й седмицы Великого Поста. Здесь мы с вами соблюдаем постные ограничения в питании. Можно есть пищу после тепловой обработки. Горячая, жареная, вареная, запеченная и так далее. Но обращаем ваше внимание, без растительного масла. Теперь давайте обратимся к народному календарю и посмотрим, что же сегодняшний день нам обещает. Итак, друзья, 11 апреля наши предки отмечали День березы, или по-другому этот день называли как Берещение, этот день. Потому что этому дню уделяли особое внимание. Также этот день называли как День березы, Марков день, Иван Пустынник, Кирилл.
Но обращаем ваше внимание, что не каждое дерево имело свой собственный праздник. А вот у березы он был у наших предков. Почему? Дело в том, что почтительное отношение к белоствольному дереву сложилось с приходом христианства. По преданию, именно под раскидистой березой Пресвятая Богородица и младенец Иисус Христос прятались от непогоды. Поэтому 11 апреля для наших предков это был особенный день, когда традиционно совершалось посещение березовых рощ. В этот день наши предки обнимали стволы деревьев и внимательно прислушивались к сокодвижению. В народных приметах говорилось, что количество сока в березе говорит о скором потеплении. Береза воспринимается как символ, который имеет глубокие корни в нашей культуре, представляет собой символ, очень, что немаловажно, символ женской энергии и материнства. Также береза – это то дерево, которое в течение долгих веков было объектом почитания и любви среди наших предков. И на сегодняшний день береза продолжает играть значительную роль в сознании современных людей. Береза излучает особую энергию, сохраняя и передавая живительные лучи солнца. Ее энергия, подобно мягкому потоку, приносит умиротворение и вдохновение. Однако эта энергия доступна лишь тем, кто обладает открытой и светлой душой. Береза благосклонна к искренним и добрым людям, поэтому наилучшее время для посещения ее – это утро, когда мир пробуждается к новому дню. Береза имеет способность снимать усталость, смягчать эффекты повседневного стресса и способствовать восстановлению гармонии в душе. Ее лечебные свойства хорошо известны, и многие люди обращаются к березе к тому, чтобы обновиться и оздоровиться. Посещение березовых рощ становится не просто традицией, но и возможностью восстановить связь с природой, получить новую энергию и вдохновение для дальнейших свершений. Поэтому обязательно в этот день, 11 апреля, пойдите в березовую рощу. Возможно, в вашем городе или где вы проживаете нет березовых рощ. Возможно, есть несколько деревцев. Подойдите к ним, поговорите с ними, поблагодарите за то, что они дают вам свою энергию. Вообще, береза – это то дерево, которое связано с множеством народных примет и поверий, которые сформировались в течение многих веков. Ее роль в культуре и в повседневной жизни была значительной, и многие из этих народных примет продолжают жить и по сей день. Первая и, пожалуй, самая известная народная примета связана с защитой дома от молний и зла. Береза, посаженная рядом с домом, традиционно считалась символом защиты и благополучия. Ее присутствие отпугивало молнию и зло, принося защиту всей семье. В прошлом, чтобы укрепить эту защиту, ветки березы складывали обязательно на чердаке дома. Это действие рассматривалось как дополнительная мера предосторожности, способствующая обеспечению безопасности дома в случае грозы. Березовые ветки также использовались для привлечения удачи и богатого урожая. Вот почему их втыкали в землю, в поле или в огороде, чтобы обеспечить процветание и изобилие. Еще одна народная примета была связана с животноводством. Для обеспечения здоровья и благополучия скота березовое полено закапывали под порогом новой конюшни. Это действие считалось мерой предосторожности, которая способствовала защите животных от болезней и несчастных случаев. Березовые ветви также использовались и в садоводстве. Их складывали на огороде, чтобы отогнать вредителей, такие как гусениц, от капусты и других растений. Среди множества народных примет, связанных с березой, есть и те, которые предсказывали погоду. Например, если береза позеленела, то через некоторое время, обычно через 5-6 дней, ожидалось повышение температуры воздуха выше 10 градусов. Это помогало садоводам определить оптимальное время для посадки картофеля через неделю после развертывания березовых листьев.
11 апреля– это день, когда по преданиям наших предков открывались врата и в мир духов, и эти силы готовы были исполнить любое доброе желание. Это древний был праздник, связанный с березой, которую наши предки почитали и считали символом жизни, чистоты и благополучия. Одной из традиций, связанных с этим днем, было употребление березового сока. Наши предки верили, что если удалось испить даже немножечко свежего березового сока в этот день, 11 апреля, то жизнь будет долгой и счастливой. Поэтому утром жители деревень и сел уходили в леса, в рощи, чтобы добыть эту живительную водицу. Сбор сока становился настоящим обрядом, полным поклонения и благодарности природе за этот дар. Важной частью традиции этого дня являлось и обращение к березе с просьбой или с желанием. Ничего особенно для этого не требовалось. Достаточно было просто подойти к березе, обнять ее и подумать о том, чего хочется более всего. И дерево, будучи символом жизни и чистоты, могло помочь в исполнении добрых и благородных желаний. Традиционным способом приготовления березового сока на праздник были сбитни с медом и приправами. Этот горячий напиток считался чудодейственным и мог излечить даже от самых тяжелых заболеваний. Березовый сбитень, наполненный энергией и целебными свойствами, был не только приятным напитком, но и важной частью праздничного обряда. 11 апреля, в день березы, или еще по-другому этот день называли как Марков день, если у дома еще не была посажена березка, ее обязательно наши предки высаживали, ведь она по народным приметам привлекала семейное благополучие и отпугивала нечистую силу. Береза во все времена считалась женским деревом, поэтому сегодня, в этот день, 11 апреля, она помогала именно прекрасному полу и чаще в любви и, как говорится, в делах сердечных. Теперь давайте поговорим о том, что же нельзя было делать 11 апреля по народным приметам, традициям и обрядам. В этот день, согласно народным традициям, существовало несколько важных вещей, которые лучше не делать, чтобы избежать несчастий и неприятностей. Во-первых, по преданию, в Марков день не следует заниматься заготовкой еды на несколько дней вперед. Этот запрет имел глубокие корни в народной культуре и был связан с верой в силу природных и космических энергий. Считается, что хозяйка, которая решит нарушить этот запрет и подготовить еду заранее, может подвергнуть себя риску заболеть достаточно серьезно. Кроме того, даже если на следующий день запланировано семейное торжество или праздник, лучше воздержаться от предварительной подготовки. Традиционно считается, что лучше подождать до самого дня события и встать пораньше, чтобы успеть приготовить все самое необходимое. Этот запрет основан на уважении к традициям и суевериям, связанных с Марковым днем. Вместо предварительной подготовки еды предпочтительнее встретить следующий день с чистым листом и начать готовиться к празднику уже в самый день его проведения. Это позволит избежать потенциальных проблем и всевозможных неприятностей, связанных с нарушением традиций и суеверий. Кроме того, в этот день не рекомендуется обращаться к березе с излишним количеством просьб. Береза, обладая большой магической силой, может обидеться и исполнить просьбы наоборот. Такие действия могут привести к серьезным проблемам в жизни человека, вызвать путаницу, скандалы и ссоры. Также в этот день, 11 апреля, не рекомендуется сидеть у плакучих ив. По преданию, в этот день рядом с этими деревьями находятся души умерших, которые пришли повидать приход весны. Нарушение их отдыха может привлечь неприятные последствия, такие как появление темных сил и беспокойные сновидения. После такого ночного отдыха человек может столкнуться с бессонницей и всевозможными страхами. Далее не рекомендуется мочить ноги в этот день и в водоемах.
Согласно преданию, если сделать это, то русалка может вынырнуть из воды и утащить на самое дно. Это говорит нам о том, что люди в этот день избегали купаний в открытых водоемах, чтобы избежать встречи с этими сказочными существами. Кроме того, в Марков день не рекомендуется вывешивать стиранные вещи на улице для сушки. Нечистая сила может прилететь и забраться в эти вещи, а затем проникнуть в дом вместе с ними. Этот запрет нас приводит к тому, что люди предпочитали сушить свои вещи в помещении или в этот день не стирать вообще. Также в этот день нельзя было вплетать в косы девушек белые ленты. Дело в том, что в этот день белый цвет является символом березы, который имеет особое значение и магическую силу. Поэтому, если девушка решит украсить свои волосы белыми ленточками, это может вызвать негативную реакцию березы. Березы могут обидеться на это и причинить вред той, кто нарушит запреты. Волосы могут начать выпадать, а также возникнуть другие неприятности, которые придется потом испытать. Также в этот день не рекомендуется использовать и белые каникалоны для украшения прически. В общем, соблюдение этого суеверия поможет избежать вам потенциальных последствий и сохранить благополучие в Марков день. Вот такие, друзья, народные приметы наши предки старались соблюдать в этот день 11 апреля. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Для нас это будет очень приятно. Ну а сейчас вы на экране видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.